На самом деле у танца очень много лиц. Неправильно ограничивать себя, что вот танец – это только искусство, или танец – это только психотерапия, или танец – это только медитация. Есть еще что-то большее, что выражает себя через наш танец. Очень разные люди в самых разных концах мира. Они находили это, говорят, что это не я танцую, это что-то большее танцует через меня, боди танцует через меня, дух танцует через меня. И это происходило там 1000 лет назад, это происходит сейчас. И это язык, который достаточно сильно отличается от вербального языка. Нам важно, как современным людям, соединять вот этот вербальный и невербальный язык. Но важно при этом помнить, что они не полностью переводятся друг на друга. И что важно признавать вот эту самую такую невербальную сущность нас, как сущность мира. Вот. Что что-то совсем нельзя выразить словами, и это хорошо. Когда море времени переворачивает песчинки человеческой жизни, звучит песня. Слышишь? Когда красная луна постепенно бледнеет, осматривая свысока то, что мы сотворили за день, звучит другая тишина. Слышишь? Когда мы танцуем, касаясь не только друг друга, но и того, чему нет имени, в музыке открывается еще одна музыка. Слышишь? Саша, как вы вот этот год? Turn left onto N247.5, then turn Какой left onto это? Avenida Nossa 22-й? Sonora da Sun. Это худший год в моей Turn left жизни. onto Avenida Nossa Худший Sonora год da в моей Sunsao, жизни. Вот я могу так сказать. N247.5, then Именно continue straight onto Avenida Nossa Sonora da Sunsao. это люди бомбят моих друзей. Вот, все. Больше ничего. Моих близких людей. Я считаю, что важно об этом говорить. Хотя люди чувствуют, что да, им не просто говорить. Люди уже боятся. Очень легко начать бояться. Очень легко начать бояться. Вот, на то, чтобы быть смелым, нужно чуть больше энергии и слышания, понимания, зачем. То есть я по-прежнему, я езжу по разным странам, я провожу тренинги свои в разных странах. Вот. Но это не так, как будто нет войны. А вот это вот именно, что у вас война, но мы будем продолжать делать то, что важно. Вот это эта позиция. Не то, что я не хочу смотреть, вот это меня не касается. Ровно наоборот. Один из очень важных законов, что ли, или принципов открытой психологии в 20 веке, что насилие никогда не приводит к развитию. Насилие приводит только к травме. И это некая основа, от которой можно отталкиваться. И, соответственно, как уменьшать количество насилия и притеснения в нашей жизни, насколько это возможно. Возможно его избежать совсем? Нет. Можем ли мы его уменьшать? Да. Вот. И вот эта позиция, где я могу это делать в своей жизни, в поле своего влияния. Вот. Это минимальное действие. А будет ли это влиять на большие процессы? Я не знаю.
Может быть, никак не повлияет. Может быть, мы не преуспеем. Но мы точно будем знать, что мы свое сделали, что мы работали на это. И этого бывает достаточно. Обычно мы начинаем именно с разминки, чтобы мы находились в более таком телесном состоянии. Поэтому я предлагаю начать двигаться в пространстве, чтобы стопами чуть больше почувствовать пол, познакомиться с ним. Чувствовать, что можно опираться на разные части стоп. Можно пробовать не только те шаги, которые мы знаем, но и какие-то другие. И можно ответить, вот наши стопы, когда они ступают, они какие? Они такие исследующие, осторожные, робкие, или больше любопытные, или игривые. И важный момент здесь, что мы идем больше от любопытства, чем такой требовательности. Да, и затем можно спокойно присоединять к этому движению руки, плечи, локти, предплечья, кисти. Много чем можно двигать. Слушай, руки как эти. Я как пугало все ощущаю себя. Я вообще как деревянная. Да, и вот это прекрасный шаг обнаружить свою деревянность, вот, чтобы все эти деревья начали распускаться. То есть это часто бывает первым шагом, что я могу это обнаружить, а потом уже слушать, а как это может быть по-другому? Действительно чуть больше чувствовать, как оно проживается, не как оно выглядит, насколько оно большое или маленькое, а как я его именно чувствую прямо сейчас. В чем вообще танец? Как он случился в вашей жизни? Ключевой, то есть я с детства же, я совсем не телесный человек был в детстве, да, я был, конечно, абсолютно книжным мальчиком, но вот благодаря книжкам я начал писать стихи, как многие в подростковом возрасте, и там как раз вот в такой поэтической студии, тогда еще при «Комсомольской газете», вот я встретился с такими неформалами, такое сообщество, вот, которое тогда было в позднем Советском Союзе. Чем неформалы занимались? В основном искусством, но причем изучением вот этого искусства 20 века, которое не было известно в Советском Союзе. Это же вот авангард, не только авангардное, там уже постмодернизм в тот момент был. Вот, но вот, то есть это как целый новый мир. Во-первых, что это вот не вот эта узкая система, да, там школа, партия, народ, вот. А вообще другой мир, что, оказывается, есть за граница. Там очень клевые люди. Перестройка, и, соответственно, открываются новые возможности. И мы делаем пластический театр, рок-группу, самоиздательский журнал. Все это там силами 5-6 человек. Делаем перформансы и разные выступления на улицах, на площадях. То есть это вот такое вот. И как раз уже в начале, в 89-м году встречаем Лису Фёрст. Это американка, преподаватель техники Александера. И я понимаю, что вот с Лисой мы находим гораздо больше общего языка с американкой, которой мы танцуем вместе, чем со многими с моими соотечественниками. Мы понимаем, у нас есть универсальный язык, это танец, он пересекает границы.
мы способны воспринимать все как живое. Абсолютно все как живое. С камнями разговаривать, с деревьями обниматься. Мы способны. Это не означает, что это надо делать. Или что это единственная реальность. Но у нас, как у людей, есть эта способность оживлять все. Вот, воспринимать. И тогда гораздо больше видна, слышна, чувствуется и проживается красота и ценность всего, что нас окружает. Что оно, когда оно все живое, оно более ценное, оно более настоящее. Вот, даже если это просто камни. А танец, он дает еще один момент. Я же с этим могу двигаться, как с партнером. Со всем, что окружает, я могу быть как с партнером по танцу. И так появляется проект «Жить танцуя». Мне нравится этот взгляд. Я немножко смущаюсь, но нравится. Но вот этот момент, что я немножко смущаюсь, вот чего такого мы боимся, когда вот есть вот этот взгляд, что такое страшно обнаружить? Вот это же очень любопытный вопрос. Давайте мы немножко поговорим о том, чего хочется от этих нескольких часов нашей работы. У меня с возрастом, мне кажется, что я слишком старая, чтобы выделываться. Вот так вот, грубо, понимаешь? Да, очень хорошо понимаю, я тоже. То есть прямо вот, знаешь, как бы не по возрасту тебе вот это вот все вилять. Вот прям вот так вот, да. Интересно, кто это говорит внутри? Идея, от которой Ты знаешь, взялась она как-то откуда-то. постепенно накапливалась, то есть я чувствовала себя все более какой-то несуразный, ну, как в плане, как, знаешь, мужское внимание уходит, и глупо вести. То есть чем-то вилять можно только ради мужского внимания, ради самого виляния такое, нельзя, правда? да. Да, Ну, да, но просто потом уже все будут стоять и смеяться. Вот. И кто они? Все, главное? Да. Вот мы относимся к Но этим всем. все, кто меня уважает, как человека, который не будет вот так неуместно себя вести при всех. То есть они уважают тебя только вот такую, да? То есть они уважают только вот такую тебя, которая такая которая уже должна была сдержанная. понять, что время прошло, и к этому другому времени нужно как-то вот по-другому относиться. Вот то, что нам мешает, это или вот не дает проявляться. Чаще всего это связано вот с большим аспектом такого стыда, да, о том, что проявляться или быть таким, как я есть, не соответствующим, может быть, каким-то непонятным, тоже бессознательным представлениям, вот это не так, со мной что-то не так. Или другие люди могут обнаруживать, что со мной что-то не так. Откуда-то у нас сформировалось вот это вот переживание, что со мной что-то не так. И действительно, яркие люди неудобны, мы все это знаем. Но чем становится жизнь, когда в ней нет ярких людей? Да? И вот здесь вот этот баланс, да, как я могу, с одной стороны, ярко проявляться, с другой стороны, видеть, перед кем я проявляюсь, какой диалог у нас выстраивается. Вот это интересная задача, на мой взгляд. И она не самая простая. Здесь как раз мы подходим к этому понятию тени, что есть те части нас, те качества, те импульсы внутри нас, которых мы боимся, которых мы не знаем, которые мы стараемся запрятать, которые мы отрицаем иногда даже или не видим. И вот такие ситуации, в том числе такой как бы открытости или незнакомости, мы попали в другую ситуацию, и у нас какой-то другой уровень коммуникации начинается. И вот она позволяет
ой, а вдруг я буду очень глупый и странный. А вот оказывается, что нет, такого себя я не хочу знать, я не хочу это замечать, я не хочу таким быть. И вот это может иметь отношение к тому, что Карл Густав Юнг, да, обозначал как тень. У меня проблема тоже схожая с проблемой Ксении, но это не проблема, я с ней, так как я ее осознаю, я пытаюсь с ней бороться, наверное, уже это полпроблемы. У меня очень оценивающий всегда взгляд, то есть я всегда сразу же, если кого-то вижу, я могу сразу там подумать, о, ну действительно, там, пожилой человек, а оделся-то как, или там что-нибудь. Ну вот у меня, я себя неосознанно на этом ловлю периодически, и это То есть такой очень критический взгляд, критический, да, я вообще всегда была очень критиканшей, как меня мама знала. Вот сейчас уже меньше, потому что я себя стала прямо на этом ловить. Если мы разворачиваемся к себе, то есть от внешних и социальных задач, от того, что если от задач, которые на нас накладывает в первую очередь окружение, разворачиваясь к себе, мы вдруг обнаруживаем, что мы себя не очень знаем, а если пытаемся узнавать, то нам не очень нравится то, что мы можем обнаружить. Один из необходимых, в смысле их нельзя обойти, шагов во внутреннем развитии, это, конечно же, встреча с тенью, встреча с тем собой, которого я не знаю, не принимаю, отвергаю. Что это необходимый шаг по пути к целостности. Но важный момент, что действительно это как бы информация, которая известна, много лекций, много книг про это. Но что делать-то с этим? Я чувствую себя стойким либо железным дровосеком, который вот так вот ходит, либо оловянным солдатиком. То есть внутри я танцую, я знаю, как я могу, но снаружи, внешне, физически, я настолько скована. Такое ощущение, что я стала каменной. То есть и ощущение, что если я вдруг позволю себе расслабиться, я просто растекусь, развалюсь, и все закончится. Поэтому, то есть у меня это моя опора. Вот все вот это вот собранное, железное, оловянное. Понятно, что вот это действительно защитные механизмы, проявленные в телесном напряжении, и ты говоришь, что они несут функцию опоры, Да. что ты на них опираешься. А вот такой хороший момент, а на что бы ты могла опираться, если бы не на это? То есть начать не с того, что это отпускать, а вначале найти достаточно другой опоры. Я не могу сказать. Если есть бессознательный образ, что как бы другой – это угроза, или другой – это тот, что меня ограничивает, другой – это перед тем я не могу быть полностью проявленным, то есть это может быть очень ранняя история бессознательной. И с ней нам нужно встречаться и в каком-то смысле перестраивать сформировавшиеся нейронные связи, да, перестраивать пути проявления себя. Ну, вот, к счастью, у нас мы как такие существа немножко обучаемые, вот можем немножко переобучиться. Я хочу, чтобы мы станцевали своих железных дровосеков, но здесь важно, что мы действительно реально чувствуем вот это напряжение, которое вынесено, ну обычно вынесено там вверх, плечи, мы чуть меньше дышим, вот это вот, как-то вот прям подвигаться. А потом, в любой момент, когда нам захочется, отпустить и вернуться вот к этому ощущению. Просто у меня есть корни, они там, и как мне с этим? У нас вот это ощущение защищенности очень оказывается связанным с этим, вот с этим напряжением. А что если мы можем услышать, окей, а это же можно отпускать, вот, и никто не нападает. То есть прямо более сознательно, что можно быть с этим, и можно вот эти латы снять, положить, все окей. Я сейчас заметила, что когда в таком состоянии, улыбка с лица уходит. Да? Потому что когда ты в делах, в заботах, ты всегда собранный, железный, и никакой улыбки Ты на же лице. очень любишь улыбаться. А я обожаю улыбаться. Да, я знаю. Ну тогда как дела? Как дела делать в таком состоянии? Отличная идея. А вот какие дела я могу делать в этом состоянии? Черт, меня уволят.
какие именно дела я могу делать в этом состоянии. Какое-то время подвигаться именно так, да, вот с этими нашими железными дровосеками. Вот так, да. И прямо это немножко усилить. Прямо вот как послушать, как это. Вот. У меня все лицо как... Нет, все тело как Russian Smile. I'll father, mother, get all your money. This is my smile. И помните, что вообще вы не обязаны так делать. Можно отпускать. И опять возвращаться, схватываться. Ой, мне же нужно дела делать. Да? Окей. Я могу так быть только в промежутках между делами, или какие-то дела я могу делать так. Слушай, у тебя все равно не получается железный дровосек. Так, все, видишь, тебя критикуют. Критикуют, опять не получается. Еще одна непростая задача, как вот быть уместным, проявляться, быть уместным, отличать. Нам очень приятно быть удобными, комфортными для других. А у нас не получается. И никогда не получится полностью. Нам кажется, нет, ну если я проявлюсь, то точно меня отвергнут. Оказывается, не всегда. А второй момент, да, меня отвергнут, но мир не кончится. Вот и с этим опытом важно встретиться, что я могу это прожить. Потому что здесь у нас предохранительные барьеры стоят, ну вот эти вот служба внутренней безопасности защищает намного раньше, чем происходит что-то реально разрушительное. Это может быть не просто эмоционально, но мы способны это прожить. То есть я могу расслабиться только рядом с теми людьми, кому я доверяю. Конечно. Скажи, а вот ты саму себя воспринимаешь как того человека, которому ты доверяешь? Есть ли ситуация, где мне достаточно того, что я с собой? Кто решает, что эта ситуация безопасная? Что на основании чего я решаю, я чувствую? Она в любом случае опасная. Вот это любопытно. Но вот это базовое доверие, оно формируется в очень раннем возрасте. И большая часть его, она невербальна. И, соответственно, то, что возвращает чувство, или, по крайней мере, восстанавливает до приемлемого уровня, вот это ощущение базового доверия, это глубокая невербальная работа. Вот прямо что создать достаточное, то пространство доверия, в котором что-то может очень глубоко внутри расслабиться. Сказать, фу, можно. Вот. Это, конечно, такой один из парадоксов, что мы же носим с собой вот это вот мир небезопасен в самые прекрасные места. Вот оно все равно остается, что. Вот. Главное, еще второй момент. А что же такое самое опасное может произойти? Когда мы работаем со страхами, да, то есть очень важно начать на них смотреть. А что именно может самое страшное это произойти вот здесь? Я не боюсь кометы, потому что тогда уже не важно. Вот. Но, то есть у меня есть обязательства, которые должна реализовать. И, естественно, если ты их не выполнишь, то что произойдет? Как бы за всем этим. То есть я расстрою близкого человека. Расстроишь близкого человека, да. Это абсолютно понятно и нормально, да. Но если ты расстраивала этих близких людей, что потом происходило? Опять-таки, если смотреть в эту детскую историю, что потом происходило? По-разному. По-разному. Они могли наказывать, а могли просто отпускать это. Да. Знаешь, еще что любопытно, что большая часть их так и осталась близкими. Да. И, наверное, что вот как этого нет? Что? И, наверное, даже любить не перестали. Представляешь? И опять-таки абсолютно нормально и хорошо поддерживает такую идентичность ответственного профессионала. Конечно. Кто против? Вот. Но если она забирает очень много сил, то
потом ну, как бы вот эти силы могут быть забраны на то, что я переживаю по поводу того, что я это сделаю, да, что тогда чуть меньше сил остается на то, чтобы сделать хорошо свою работу. Упс. Упс. Вот в этом одна из историй, то есть вот этого сверхконтроля и сверхнапряжения и гиперответственности, что на самом деле в конечном итоге они могут привести к тому, что мы хуже делаем свою работу. Да, здесь я абсолютно согласна. Как не болтаться, то есть как вот это сбалансировать, вот эту вот гиперответственность с вот этим вот потоком творчества, который позволяет тебе, то есть вот как соблюсти этот баланс. Мне нравится, как ты это показываешь, да? Вот я считаю, что тело уже обычно начинает нас учить. Вот есть вот здесь у тебя получается гиперконтроль, да, вот здесь ответственность, а здесь вот этот творческий поток. Вот, и ты можешь сейчас как-то посмотреть, а как им друг с другом? Вот прямо на уровне рук. А как им друг с другом? Может встать? Угу. Послушать, да, вот откуда растет рука, или куда вот это вот может приходить, вот прямо почувствовать, да, вот эту связь на уровне. Да. Вот жесткая рука, это спина, это каркас, это как это скелет, такой вот. Это как терминатор, помните вот этот металлический, вот это вот. Когда надо выполнять просто четкие действия, это прям идеальная штука. Окей, а что с другой рукой? С другим качеством тебя, с другой стороной тебя на самом деле. И тоже вот если прислушаться, откуда она вырастает или куда она вырастает. То есть, что не воспринять ее как отдельно от центра, отдельно от всей остальной тебя. А вот это, наверное, мышцы. Вот нервы, вот это вот. Оно вообще не связано с этим металлическим каркасом. То есть это что-то такое. Мне любопытно, что ты к анатомическим метафорам приходишь, да? Ну, я визуализирую это. Да, просто как бы почему любопытно, да? То есть если мы посмотрим на человеческое движение, то да, каждая мышца, она прикреплена к костям. Да. Кости могут двигаться только благодаря мышцам. Ага. Я про это забыла. Да. Ну вот просто вот примерьте уже, вот, если перейти от этой метафоры, прям, а у меня же это вот так работает. Ага. Интересно. То есть оно наоборот вот так вот. То есть я вот этим творчеством контролирую всю вот эту. Ну, смысл или там задача вот этого. То есть это только поддержка. Вот. Это только поддержка. Но это не то, что движет. Это не то, зачем это. Черт, я пошла подумаю по поводу. Мне это надо переварить. Ну, спасибо. Вот мы еще поперевариваем, да. Окей. Но вот здесь важный момент, да, что вот этот момент соединенности с собой, то есть вот эта целостность как переживание,
которое, конечно же, как любое переживание, оно исчезает, меняется, уходит, но оно доступно нам очень быстро. И вот, не всем, не всегда, но вот как потенциал это у нас есть. А дальше следующий момент. Мне кажется, очень важно это вот целостность как такое принятие всех сторон своего «я». Что это уже длительный процесс, когда я узнаю себя, я узнаю разные стороны себя. Тот самый путь по дороге, да? Да, путь, который раскрывается под ногами. Вот. Но и в то же время, как я узнаю свои слабые и сильные стороны. И важный момент здесь, что танец, мы же к нему обращаемся как к средству коммуникации, но не только друг с другом, но и как к способу внутренней коммуникации. Разные части меня, разные субличности, они могут встречаться, коммуницировать, находить вот этот общий танец. Вот это вот, что постепенно я узнаю больше и больше стороны себя, и не просто их узнаю, я знаю, как с ними быть. Я знаю, как мне с собой разным быть. И это следующий слой. Может ли мое дыхание синхронизироваться с волнами? Двигаться с тем же ритмом, с той же пульсацией. Как я чувствую контакт с песком. Могут ли мои стопы раздвигать песчинки, погружаться в него? Как ветер касается моей кожи, моей одежды. Какое движение может рождаться из этого ощущения песка под ногами, ветра на коже и одежде, дыхания волн. И ощущение пространства. Очень большого пространства.
Мне хочется вернуться вот к этой истории про критиканку внутреннюю. Да? Одна из техник, с которой мы работаем здесь, это о том, что делать внутренний процесс более видимым снаружи. В том числе вот, как бы воплощать, отмечать, воплощать телесно вот эти внутренние части. И вот здесь, вот в этой ситуации с внутренним критиком, интересно увидеть, услышать, как бы обнаружить, а как устроен мой внутренний критик, и самое главное, а что происходит с критикуемой частью. Здесь мы иногда используем такой способ, мы выстраиваем при помощи других людей, чтобы увидеть это со стороны, такой внутренний театр, внутреннюю историю. Вот кто бы из нас мог быть ближе вот из нас троих к этому внутреннему критику твоему? Кто больше похож? Наверное, вы. Отлично. Хорошо, давай тогда. Тогда у меня такая история. Ты можешь из меня прямо вылепить своего внутреннего критика? В какой он позе? Вот. Вот это твоя любимая поза, да? Да. И не улыбаться. Можно раскачиваться, как я обычно раскачиваюсь. Вот это вот, да. Любопытно. Окей. И вот если это внутренняя история, то вот где... Можно еще прищур сделать. Да, вот такой напряженный взгляд в лицо. А вот где вот это вот тот, кого он критикует? И важно при этом помнить, что это все внутри тебя. Это все твоя внутренняя история. Которая критикуемая. Да. Вот такая вот. Вот какая она? Ну, такая. Какая-то. Не знаю. Какая-то такая вот. Спрятаться, что ли. Куда-нибудь. Такая боящаяся, да? Да. Как тебе вот присутствие вот этой критикующей части оттуда? Ну, неприятно, конечно. А вот что такое неприятно, да? Что хочется, хочется сказать или сделать? Хочется немножко спрятать, съежиться, да. Съежиться, да. Может, нужен еще кто-то, да? Возьми кого-то. Давай, Женя. Да, то есть там вот нужен еще кто-то. Да. Третий, получается. Ну, любопытно. Да. Ага, получше. Да. Вот интересно, кто же это может быть? Сейчас это Женя, а так изнутри у тебя кто это может быть? И вот в такой ситуации, когда ты ощущаешь, что тебя критикуют, может дать тебе поддержку. Что это? Может, вы поменяетесь, стань на место Жени. Ага. Да, вот ты пришла сейчас и даешь вот этой части, которая боится, поддержку. Ты кто? Ну, я такой беззлобный человек. Ну, то есть я не... Какая-то внутренняя доброта, Ну, да? какой внутренняя, да, где-то очень глубоко. Очень глубоко. Вот это очень любопытно, что же это за фигура внутренней доброты. Вот. Ты можешь чуть как-то вот поглубже к этому прислушаться? Даже можно сейчас, можно с Женей, можно без, потому что мне даже эта фигура заинтересовала отдельно. Кто это? Что это такое вообще? Что это? Были люди в твоей жизни, которые, ты знаешь, вот они точно выражают эту доброту, и они были добры к тебе. Ну, мама, папа. Угу. Ну, вот я плакать начала. Да? Плакать? Да. Ты знаешь, это так бывает, когда мы вспоминаем какую-то часть себя, которую давно не вспоминали, или ту сторону себя, которой давно не хватало. Это как бывает, ты встречаешь старых друзей, когда ты 100 лет не видел, и можно заплакать. Вот, может, это какая-то такие слезы. У нас по умолчанию, особенно когда у нас больше включены задачи выживания, не развития, а выживания, у нас включается более критичный и более оценивающий взгляд. Да. На все.
Ну, взгляд в широком смысле, восприятие. Взгляд в данном случае Это восприятие. так нужно или так привычно? Это так нужно было для эволюции, чтобы в кризис так нужно все посмотреть. В первую очередь мы оцениваем уровень угроз. Да, и мы, значит, ты мне не угрожаешь. А вот сейчас вот это вот не угрожает ничему. И это не сознательный процесс, это бессознательный процесс. И, но вот в условиях, особенно кризиса или вот того, что переживается как в целом угроза, то есть оно усиливается. Но если мы посмотрим именно на задачи развития, то для них оказывается важно ровно противоположное. И важно, что у нас вот эта возможность любоваться, она тоже достаточно органична. То есть и тоже в этом смысле у нее есть эволюционные корни. Поскольку люди, как существа, у которых детеныши растут долго, то эволюция предусмотрела, что дети должны вызывать прямо вот этот вот взгляд умиления, желание заботиться и так далее. То есть у нас эта программа, как основа, тоже заложена. Вот. И дальше уже начинается человеческая история, история выборов. А что я поддерживаю? Какого волка я кормлю? Но мне было важно, вот, что вы сказали вначале, что в стрессе и в кризисах, ну, у нас естественным образом включается такой вот критический взгляд, там внутренний критик, да, чтобы тоже себя за это не ругать, потому Конечно, что вот да. как бы часто люди это говорят... первая задача, да, не критиковать внутреннего критика. Ага. Потому что иначе такой завязывается узел внутренний. Можно рядом присесть? Да. Знаешь, ну вот особенно, когда мы идем через тело, то чувство оказывается очень рядом. Понимаешь, что, может быть, для тебя не очень привычно, да, выражать эти чувства, особенно в присутствии людей. Но иногда вот это... То есть вот эти чувства, эмоции, они, ну, про многое. То есть, и вот когда они появляются здесь, это действительно может означать, что мы находим или встречаем какую-то часть себя, которой не уделяли внимания. И это важно вернуть себя себе. Что ты говоришь, что ты уже знаешь, что ты хочешь вот уменьшать эту критику, да. Но это нельзя просто взять и убрать критику, да. То есть это важно, что на это место что-то придет. И вдруг так окажется, что ты сможешь быть добрее к себе и другим. А главное, что ты это могла всегда. Просто оно было где-то там. Вместо него критик был. Вот, вы сильнее, чем себя, и никого не критикуете. Да. И вот это хороший момент. А можно ли начать быть добрее к себе? За что ты чаще всего себя критикуешь? О, за многое. Ну, чаще всего. Чаще всего за лень. За лень. И это как помогает? Ну, нет, конечно. Ну, нет, иногда, конечно, я себя заставляю уже, когда себя раскритикую, прям я себя заставляю и делаю. А как ты можешь себя вдохновлять на сложные дела? Есть у тебя такой способ? С одной стороны, нужно ставить реалистичные задачи. В каком смысле реалистичные? Подходящие моим ресурсам, моим возможностям, моему способу жизни. Потому что есть люди, которым действительно нужно гораздо больше отдыхать. Вот это их природа. И еще очень важный момент – это, мне кажется, как раз принятие того, что не получается. Того, что я могу ошибаться, я могу не справляться, я могу не сделать. То есть принятие собственных факапов. Это вот тот самый стыд, между прочим, да? Конечно, конечно, конечно. Я же не соответствую. Но вот этот момент учиться на собственных ошибках, это
Ну, это очень важный навык. У меня вообще такая плакса была в детстве. Вот если мы назовем это нейтрально, то просто чувствительный человек. И вообще это абсолютно нормально, что вообще творческие люди, они вообще чувствительные. Потому что иначе не бывает. Потому что тебе нечем творить, если ты не чувствуешь. Неоткуда это брать. Поэтому это абсолютно нормально быть чувствительным и выражать эти чувства. Это часть природы творческого человека. Но оцениваем мы это как плакса. Угу. Понятно, да? Да. Знаешь, еще одна важная вещь про вот эти вот слезы. Они никому не причиняют вреда. Вообще никому. То есть это, вот в этом смысле, вот эта чувствительность, она противоположна насилию. Окей, процесс устойчивости и чувствительности. Тема. Как ты сейчас после всего, что было? Очень остро была работа. Да? Я как будто бы тоже почувствовала эту часть добрую, как она во мне так, как будто бы ей мало места, потому что Мое внимание зацепилось за слово, что как будто ей мало места. Хочу дать ей чуть больше места. Ветер дует в мое лицо, ветер дует в мое тело, мои руки поднимаются под действием этого ветра. Мне хочется следовать за ним, он поворачивает меня, и при этом мои ноги, они неустойчивы, и хочется зарыться в песок. Пустить корни прямо здесь. И я слушаю, как ветер овивает мое тело, проходит по нему, ласкает мое. Простую вещь поделаем, тоже они это очень простые практики, но мне кажется, они важные. Первое, мы будем обнимать себя. Вот обнять ту часть себя, ту сторону себя, которая действительно важно, чтобы ее обнимали. И какое-то время просто с этим побыть в этом объятии, пораскачивать, да, у нас там раскачивание из себя вот в этом. И вот этот момент, что я обнимаю какую-то чувствительную часть себя. Не для того, чтобы она там перестала быть чувствительной, а просто потому, что мне хочется быть с ней ближе. Мне хочется поддержать ее. Можно побыть при этом с закрытыми глазами, вот так, чтобы обратиться внутренним взором вот к этой своей чувствительной части. В психологическом развитии путь, на мой взгляд, важнее результата. Потому что может быть результатом? Ну, у нас, конечно, мы можем достичь какого-то благополучия, да, такого некого равновесия и баланса. Потом происходит все это в мире, и нам нужно достигать нового баланса. Вот, поэтому нам важнее не баланс, а умение идти туда. Вот, то есть в этом смысле процессуальные навыки для нас важнее конечных точек. Хотя, конечно же, достигать результатов, конкретных целей – это хорошее, важное умение. Одно из, да, для человека. Но
в меняющемся сильном мире, на мой взгляд, нам важнее научиться вот этим процессуальным навыкам, как я могу, попадая в новую, в другую совершенно ситуацию, возвращаться вот к этому, и ощущение себя, и установление контакта с другими. Если вот есть это чувство самодостаточности, и оно такое глубинное достаточно, мы можем на него опираться. Мне было интересно, любопытно узнать, кого я обнимаю. Да? И мне прям представилось, что я такой ребенок, я не могу представить, какой возраст, но какой-то такой очень активный и такой во все играет, и вообще вот весь мир его площадка для игры. Такое без барьеров особых. Любопытно, как вот этот персонаж, которого нужно соотносится с тем, с этим представлением. Так, я же в возрасте, мне нельзя двигаться, нельзя танцевать, нельзя придуриваться. Я зрительно себя представляю такого ребенка, и тут такая и бабушка, я представила себе бабушку. Мне кажется, это любопытно можно развернуть как такое двигательное исследование в начале. И тоже можно становиться как послушать, что это за движение, которое больше идет из этой детской части, что это за движение, которое у бабушки, а что это за движение, которое идет из взрослой части, из взрослой женщины, что там такое. Одно из открытий танца 20 века, современного танца, что танец может воплощать вообще любые переживания. Что вот это не только про красоту и феечек, но или не только про секс, да, что это вообще-то про что угодно, про горевание, про ужас, про агрессию и так далее. Но танец при этом это территория искусства. То есть мы можем это проживать как настоящее, но при этом оно остается в определенных рамках. То есть мы можем найти этому место, мы можем на это посмотреть. И дальше это уже следующий шаг, который тоже нужен, потому что понятно, что можно остаться на территории искусства, и все, и окей. А какое это отношение имеет к моей жизни, к моим выборам в моей реальной жизни? И целью здесь будет являться, конечно же, расширение вот этой территории «я». Я знаю, и когда у меня, я знаю себя разным. Я знаю, что я могу себе позволить, чего не могу себе позволить, какое из моих я пускаю. Это же там не нужно изображать этого ребенка, важно вот это качество, вот этой игривость, подвижность, что все для него вот это вот важно. И там любопытство. Любопытство, да, начать с любопытства. Хочется продолжать оставаться вот в этой части или... Хочу бабушкой. Да, я вижу, что ты уже хочешь, что уже какой-то переход намечается. Главное, тебе есть о ком и о чем заботиться. Да, появляется какое-то другое движение, да. Но важно, что вот в этом внутренней этой истории, да, вот тот, кого ты гладишь, это может быть тоже ты. Как будто доверия много в этой фигуре. Очень много доверия. К чему? Себе. Себе. Наверное, это тронуло, что обычно я себе не доверяю так. Да. Ну что же, если есть готовность, то вот что это за походка взрослой женщины?
Что это за взгляд взрослой женщины? Что это за качество движения? Такая дорога длинная-длинная. Взрослые люди, они способны на большие вещи. Да. Это их отличает от других возрастов. Взрослые люди, они способны на большие вещи, на долгие дороги. Ну вот я выделяю эти 3 самые главные сокровища. То есть, первый, вот мы уже говорили про силу, да, что как раз через встречу вот с этой агрессией, жестокостью, властью и так далее, нам возвращается наша сила, которая была отвергнута. И дальше уже наша задача ей мудро распорядиться. Вторая – это честность. Мы научаемся смотреть на мир, не отворачиваясь, зная, что у меня есть все. Вот. И мы приучаемся не отворачиваться от мира. Это честность и от себя, да, в мире. И любопытный 3-й дар – это милосердие. Когда мы видим и слышим, потому что в тени у нас не только что-то такое бурное и так далее, но очень много уязвимости и слабости. Но когда мы это допускаем, слушаемся, оказывается, что там есть свой подарок. Вот, и это подарок милосердия. У меня есть сила в руках, сила в плечах, внутри доброта. Я прямо ее чувствую, да, вот как будто хочется мир. Как будто я дирижер какого-то оркестра. Это может быть красиво. Вот ты этим всем дирижируешь, Да. но важно, что музыку создает оно. Оно. Да, музыку делает оно. Ты просто вот как бы так чуть-чуть аранжируешь этот оркестр. А музыка, она оттуда. Если вот это попробовать все немножко подсобрать, да? У тебя есть любопытство, у тебя есть сила и видение, и есть большое доверие. Что если это одновременно? И тоже здесь хороший момент, да, вот сейчас ты очень легко танцевала и по-детски, и ходила по-взрослому, танцевала по-разному. Да, и вот а куда делось вот это вот сомнение, что тебе можно танцевать? Про старость? Ну да. Я на это сомнение тоже смотрю как на краску. Одну из красок. То есть я посмотрела на это сомнение как на одну из красок. Это какая-то такая перспектива, которая видит все переживания как потрясающие краски. И это тоже. И это тоже.
внутри себя ты работаешь? Какие вот у тебя сейчас стоят, если ты можешь сказать, внутренние задачи, вызовы? Ну вот главный такой вот момент, конечно же, вот прошлый год весь он был, ну кроме того, что важно поддерживать тех людей, там, по которым проехался вот этот каток тьмы под названием «Война», вот, что их поддерживать, насколько это возможно. Вот. Важный момент был внутренний, это вот это, когда меняется мир, меняется идентичность. Вот как, что во мне поменялось, да, как, что сдвинулось внутри. И часть этого я могу как-то озвучить, а часть нет. Да? В смысле не потому, что я что-то скрываю, а потому что оно не слишком вербализуется, но оно переживается, чувствуется. Да? Вот это переопределение. И вот прошлый год он во многом был посвящен вот этому вопросу поддержки друг друга и вопросу смены идентичности. Как мы можем проветрить разные стороны себя, чтобы вот эта пересборка, которая происходит бессознательно в любом случае, чтобы она произошла более осознанно и как-то мы могли более ясно отвечать на эти вопросы. В этом году как раз, наверное, две темы для меня сейчас звучат. Это регулярность практики. Уже вот я понимаю, что сейчас, когда вот это такие мощные какие-то переезды, что нужно большее количество опор. И практика является такой опорой. Регулярная практика, каждую неделю или там вот раз в несколько дней я делаю вот эти вот вещи, которые меня питают. И вот есть это ощущение, что вырваны корни, и нужно новые прям запустить в эту землю. И вот через телесные практики мы можем найти какой-то другой, очень глубинный, невербальный контакт вот с этой новой ситуацией, новой землей. Совсем другой контакт, гораздо более природный, натуральный. Вот. И это может поддержать вот в этом осваивании в новых ситуациях, в новой истории, в новой ситуации. Доброе. Ну вот это тоже еще одна подтема, вот что ли, вот, что не просто сообщество, а сообщество, в которых можем почувствовать человеческую близость. Сейчас в каждом городе мира мы можем найти своих. Можем. Ну, это может быть временная связь или какая-то вот просто встреча, но это возможно. Это можно поддерживать эти человеческие связи. И вот это... То есть, с одной стороны, мир поляризован, а с другой стороны, там, на другом уровне он гораздо более связан. И вот это как раз, вот это ощущение, что он гораздо более связан, оно позволяет проживать эту поляризацию, быть с этим. Я в этом году иногда ловила себя на мысли, да, что вот я прямо ненавижу этот мир, но у меня к нему большая претензия. Вот. С другой стороны, мне как-то хочется найти в себе вот такое место, не знаю, такую точку, да, из которой я могу смотреть на мир, какой он есть. Вот это важный момент, что это человеческий мир – это только часть мира. Да. Есть еще вот, огромный мир намного больше человеческого. Вот он есть здесь. Вот. И в каком-то смысле почувствовать, что есть что-то больше, чем этот человеческий мир, вот этот океан, который обнимает всю Землю. Вот. А по поводу того, что люди могут сделать сами с собой, наверное, да, конечно. Но у меня тоже есть такая одна из моих любимых фраз о том, что есть пара вещей, которые оправдывают существование человечества. Например, музыка Баха. Вот в космическом смысле она оправдывает все существование человечества, что бы оно там ни натворило. И в этом смысле для того, чтобы воспринять этот ужас и боль, нужно найти то место, в котором я больше, в котором я связан с тем, что больше этого всего. Вот. Но при этом это не умаляет того, что боль – это боль. И мы ее проживаем.
То есть это не растворение в таком блаженстве, но как будто о том, что никогда не существует только боли. Всегда еще есть вот это то, что больше. Я все равно очень редко думаю в терминах человечества. Я все равно как бы понимаю, что мы имеем дело с очень конкретными людьми. Я смотрю на конкретных людей, и как-то я вижу их красоту, вижу их сердечность. Этого достаточно много. Понятно, что я тоже, понятно, что больше через новостную повестку, да, мы знаем, что люди способны к максимальной жестокости. То есть мы это знаем. И это, конечно же, и больно, и печально, и вызывает много гнева. Тоже еще одна важная такая идея, она много где встречается, то, что человек — это незаконченный проект. Вот. Мне нравится. Да. Пока он не закончен, возможно движение в любую сторону. То есть как-то выживет ли человечество? Мы не знаем. Есть ли то, что есть смысл поддерживать при этом? Есть. И этого много. Но при этом важно действительно не закрывать глаза. Но тоже, когда я не закрываю глаза, я встречаюсь с этим ужасом и с этой болью. Важно, что да, я могу с этим быть, но еще важнее, а вот что дальше? Вот есть эта боль, я ее как-то могу воспринять, проживать, быть с ней, смотреть, что меняется, или я оказываюсь раздавлен ею. Если ситуация такая полностью враждебная, да, такая, то там выживают за счет насилия только люди, в которых какая-то высокая витальность или высокая агрессивность. То есть они там лучше себя чувствуют. А часть людей, для них это очень сложно. Для людей более тонких, более чувствительных. А это тоже природные вещи. Да? То есть в том смысле, что во многом это определяется генетически. Вот. И для них действительно там очень мало места, что ли, получается. И в этом смысле, если мы формируем поддерживающие, в человеческом смысле поддерживающие сообщества, то да, тогда у нас есть на что опираться, чтобы справляться с этими сложностями, с этими трудностями, с этими вызовами. Вот. Поэтому формирование таких человеческих сообществ, человеческих связей, это то, что особенно важно, особенно сейчас, когда мир настолько поляризован. Вот это присутствие океана, оно дает нам вот эту открытость, что да, в любой момент что-то может приплыть оттуда. Да, и важно к этому быть открытым. Когда море времени переворачивает песчинки человеческой жизни, звучит песня. Слышишь? Когда красная луна постепенно бледнеет, осматривая свысока то, что мы сотворили за день, звучит другая тишина. Слышишь? Когда мы танцуем, касаясь не только друг друга, но и того, чему нет имени, в музыке открывается еще одна музыка. Слышишь?
когда я провожу такие тренинги, то люди обычно приходят с несколькими задачами. Одна из них, самая большая, это действительно как возвращение или продолжение такой практики контакта с телом и с движением, потому что в такой жизни современного человека это может не хватать именно такого движения не структурированного или функционального или ориентированного на цель, а движения больше связанного с выражением себя. Второй момент, что люди приходят, потому что у них есть свои задачи, какие-то внутренние, они знают, что в этом пространстве тренинга, они могут двигаться в нужном для них направлении. Тренинг – это скорее такое пространство, где мы можем действительно обращаться к себе, но обращаться к себе необычным образом. Вот, может быть, пару слов о себе, вот, и о своих целях, задачах, пожеланиях к себе на вот эти 3 часа. Кто готов начать?